Вы слышали историю 11-летнего мальчика, который заставил врачей преклониться перед ним. Его история — доказательство того, что единственный бескорыстный поступок может изменить жизнь других людей к лучшему. Лян Яй прожил не так долго, как большинство людей, однако это не помешало ему сделать то, за что его обожают все в стране с населением более 1 миллиарда человек. Точка действия этой истории происходит в Шэньчжэне, провинции Гуандун на юге Китая. Речь идет о маленьком мальчике, который в 2014 году заставил врачей трижды поклониться ему после его смерти. Троекратный поклон предназначался для божеств, императоров или людей, совершивших что-то действительно благородное. Так чем же была вызвана такая реакция врачей? Лян, мальчик из этой истории, был таким же, как и любой другой маленький мальчик в Шэньчжэне, его маленьком родном городе в Китае. Он родился здоровым и крепким, без каких-либо проблем со здоровьем. Он ходил в школу, играл в игры со своими друзьями и делал все, что делают мальчики его возраста. Как и у его товарищей, у него была мечта: когда он вырастет, он хотел стать изобретателем. Все изменилось, когда произошла катастрофа. Однажды, когда ему было всего 9 лет, он почувствовал легкое головокружение и рассказал об этом матери. Сначала его мать подумала, что это просто небольшая температура, поэтому она дала ему лекарство в надежде, что ему скоро станет лучше. Когда Лян пришел домой в тот день, мы подумали, что это просто легкое недомогание. Поэтому я купил ему лекарство в аптеке. Мы все ожидали, что он поправится на следующий день или через 2-3 дня. Мы думали, что все вернется в норму, сказала она. В больнице врачи провели несколько анализов Ляна. И когда они получили результаты, то узнали, что у Ляна опухоль в мозге. Представьте, как, должно быть, трудно было сказать маленькому мальчику и его матери, что у него неизлечимая болезнь, что он не сможет так много играть со своими сверстниками или регулярно ходить в школу из-за посещений больницы, и что ему придется жить в страхе, что он заболеет. Смерть была не за горами, поскольку все знали, что лишь немногие выживают после рака. Лян и его родители были потрясены. Доктору не нужно было объяснять им, что это за новость, чтобы они поняли ее важность. Сразу после того, как были опубликованы результаты анализов, его родители разрыдались. Они выплакали все слезы, и им стало плохо от волнения. Они не хотели терять своего маленького сына. Но Лян был настроен оптимистично. У него были мечты, которых нужно было достичь, и он не мог просто умереть, ничего не изменив. Он верил, что если будет достаточно решителен, то сможет победить болезнь. Маленький мальчик разумно принимал лекарства и посещал школу, когда позволяло его здоровье. Лян отказался от своей мечты стать изобретателем и решил, что ему больше подходит профессия врача, который будет помогать спасать жизни. История о переливании костного мозга, которую он прочитал в школе, сыграла большую роль в решении, которое он принял позже. По мере того, как дни превращались в месяцы, а месяцы — в годы, здоровье Ляна ухудшалось. Ему становилось все труднее и труднее ходить в школу. Он настолько ослабел, что ему пришлось провести много времени в больнице, где к нему было подключено несколько трубок, чтобы он мог двигаться. Лян изо всех сил старался сохранять оптимизм, но не мог скрыть того факта, что невозможность ходить в школу делала его несчастным. Поэтому его семья старалась занять его во время пребывания в больнице. Его братья и сестры поочередно навещали его и дарили ему много книг для чтения. Он просмотрел каждую из них за несколько дней. Его родители были небогаты, поэтому расходы на его лечение сильно ударили по их финансам. Помимо финансовых проблем, им было нелегко наблюдать, как их любимый человек переживает столько боли. Это было очень тяжелое время для семьи. Его медицинская команда также не оставляла попыток сохранить ему жизнь. Они проводили бесконечные исследования, чтобы гарантировать его выживание, но их усилия оказались тщетными. Было проведено несколько операций и назначено много лекарств, но ничего не помогло. Это была ужасная ситуация.
Когда ему исполнилось 11 лет, а существенных улучшений не наступило, Ляну и его родителям стало ясно, что его дни на земле сочтены. Однако Лян был полон решимости изменить ситуацию к лучшему, даже если он, возможно, проживет недолго. Он так много узнал о своем состоянии из книг, а представление о том, что делать, почерпнул из истории, которую прочитал в школе. Поэтому он принял решение и рассказал об этом однажды, когда его мать пришла навестить его в больницу, он рассказал ей о своем предсмертном желании. Желание состояло в том, чтобы после его смерти его органы были переданы в дар больнице. Он сказал, что после смерти они ему не понадобятся, поэтому было бы лучше, если бы они отдали их кому-нибудь, кто нуждался бы в них, чтобы остаться в живых. Для меня это был бы шанс остаться в живых по-другому, а также помочь другим людям. Это был бы мой собственный способ сделать кого-то еще счастливым и сделать мир лучше, сказал он. В разговоре со своей матерью он подчеркнул, насколько важно, чтобы его желание исполнилось. В этом мире много людей, которые совершают великие дела. Они замечательные, и я тоже хочу быть замечательным ребенком. Даже если у меня осталось не так много времени, я хочу оставить неизгладимый след. Я хочу, чтобы это стало моим наследием, чтобы люди не забывали, что я была здесь. Матери не стоит беспокоиться о том, что у них есть повод обсудить предсмертное желание ее собственного ребенка, но Ли-кун не могла не гордиться самоотверженным решением своего сына. Со слезами на глазах она согласилась сделать так, как он просил, и это очень обрадовало Ляна. Лян хотел достичь чего-то великого, несмотря на то, что жизнь преподнесла ему несчастье. Он верил, что ему не придется долго жить, чтобы достичь этого. Возможно, он не осознавал всей важности этого решения, но он определенно осуществил свое желание. В июне 2014 года, после упорной борьбы, Лян проиграл свою битву с раком. Его родители, братья и сестры были убиты горем. Его мать не могла поверить, что его больше нет, но она знала, что нужно сделать, чтобы сохранить память о нем. Перед его смертью врачи были уведомлены о его намерении. Они были так удивлены, что кто-то в столь юном возрасте смог принять такое решение, и пообещали позаботиться о том, чтобы его желание было исполнено. В Китае донорство органов не было массовым явлением. Умерших кремировали, и люди вряд ли задумывались о добровольном пожертвовании своих органов. В Китае было очень трудно найти добровольного донора крови. Несмотря на то, что в Китае проводится больше трансплантаций, чем в любой другой стране за пределами Соединенных Штатов, менее 1% населения, нуждающегося в жизненно важных операциях, когда-либо их получали. Хотя Лян узнал об этом в школе и, вероятно, не осознавал всей важности своего решения, нужно было быть хорошим человеком, чтобы принять такое решение. Получив от матери разрешение на извлечение органов, врачи окружили 11-летнего мальчика, больше не в силах помочь пятикласснику, который когда-нибудь надеялся стать одним из них. Затем они трижды поклонились в знак уважения. Эта форма подношения предназначена для божеств, императоров и благородных людей. Он, безусловно, заслужил это. Несколько секунд спустя они помогли исполнить его желание. Его почки и печень были успешно извлечены и использованы с пользой. Не все герои носят плащи, некоторые из них — 11-летние дети с золотым сердцем. Лян Яой живет в сердцах людей, которым он пожертвовал свои органы. Ли-кун сказал: «Я так горжусь Лянгом. Пусть мой сын прожил всего 11 лет, но я чувствую, что он многого достиг за такой короткий промежуток времени. Я знаю, что он не будет забыт, и его самоотверженный поступок будет жить вечно». Лян был очень молод, но он преподал мне и своим братьям и сестрам несколько жизненных уроков, которые мы никогда не забудем. Подобные бескорыстные поступки следует отмечать, помнить и постоянно обсуждать. Другие люди также должны извлечь уроки из того, что сделал Лян, и сделать все возможное, чтобы изменить мир к лучшему. Итак, что вы думаете об этом донорстве органов?
Поделитесь своими мыслями в разделе комментариев.